Глава 766. Скрытые планы. Услышав мастера секты, морщинистый старик мрачно проговорил: «Захватить живым?» Брат Фан, верно, шутит. Вы уже знаете, что брат Чжун уже сражался с ним однажды. Он не только способен к молниеносному движению, но и технике движения крови, которую раньше никто не видел. Мы не способны его заблокировать. С такими огромными способностями даже мы не можем его сдерживать. Разве вы считаете, что это возможно? Мы могли бы убить его и захватить его магическое сокровище из золотого молниеносного бамбука, это более вероятно. Раз его так трудно схватить, тогда можете его убить. К удивлению старика, мужчина в черном быстро изменил свои условия. Морщинистый старик переглянулся с другими воинами-заклинателями и быстро переговорил с помощью передачи голоса, а затем согласился на эти условия. После они стали обсуждать более конкретные детали предстоящей битвы. Мастер Сун, Вэй Вуя и еще несколько человек обсуждали войну в большом зале. Помимо 3 великих культиваторов и Лун Ханя присутствовала также красивая женщина в красном и лысый старик с орлиными глазами. Глаза старика были прищурены, и на нем было блестящее нефритовое кольцо, на котором были выгравированы талисманные иероглифы. Оно выглядело как довольно редкая вещица. Господин Небесный Разрушитель, эта война будет зависеть от всех нас. Мы обрисуем основные силы армии воинов-заклинателей. Тем временем вы и ваши люди тайно проникнете в город парящих небес и заберете все ресурсы со склада города. Даже если маулане смогут использовать их до битвы, после этой битвы они падут без поддержки наших духовных камней или любых других материалов. Мастер Сун улыбнулся старику перед ним, знаменитому эксцентрику Небесному Разрушителю, как ни в чем не бывало. Если вы ведете божественных мауланских мудрецов на границу, естественно, не будет никакой проблемы проникнуть в город парящих небес. Вместе с транспортной формацией, которую любезно предоставил господин Вей, попасть в город можно будет легко. Единственное, что меня беспокоит, это то, почему маулане оставили все ресурсы в городе. Разве это не очевидная ловушка? Старик с орлиным взглядом говорил громким, грубым голосом. Слушать его было довольно сложно. Дьявольский конкорд спокойно проговорил: «Господин Небесный Разрушитель, пожалуйста, успокойтесь. По информации наших шпионов среди мауланей, их племена оккупировали государства Фэн Юань и Юэ, у них нет другого источника ресурсов. Прежде чем мы эвакуировались из этих стран, мы уничтожили все каменные шахты и другие источники материалов. Несмотря на огромные усилия маланских смертных в попытке их восстановления, они не смогли добиться больших успехов за такой короткий промежуток времени. В настоящее время они используют общий запас духовных камней, собранный у каждого племени. Эти духовные камни выдаются из тайного склада, охраняемого мощным ограничительным заклинанием. Кроме того, его охраняют несколько мудрецов. Вот почему они не стали перевозить эти материалов из хранилища до момента потенциального нападения. Разумно сказать, что эти ресурсы находятся в такой безопасности, насколько это возможно. Вэй Вуэ холодно улыбнулся и сказал: «Однако они не ожидали, что спустя бесчисленное количество войн, проведенных в войне, мы сможем разместить шпионов в их рядах, как это было с нами. Один из мудрецов, охраняющих склад, наш человек. Когда придет время, он отключит защитную формацию. Господин Небесный Разрушитель, до тех пор, пока вы и ваши люди будете действовать по плану, мы застанем их врасплох. Вы, господа, так уверены в своем плане, но меня интересует, что я получу за это. Лун Хань ответил с улыбкой: как только война закончится, наши 4 сверхдержавы согласятся предоставить вам участок земли в государстве Сюй. Вы можете создать там свою собственную секту, и мы не будем вмешиваться в ваши дела. С тех пор вы будете известны как основатель секты. Хорошо. Поскольку вы так уверены в своем плане, мои хорошие друзья, и я готовы попытаться. Поскольку уже поздно, мне нужно продолжить подготовку. Завтра мы проникнем в государство Сюй. Эксцентрик Небесный Разрушитель казался доволен этими условиями, но у него не было никакого желания продолжать разговор. Он попрощался и вскоре исчез из поля зрения. Дьявольский конкорд нахмурился и медленно проговорил: его шансы на успех довольно хороши. Кроме того, он также взял с собой других бродячих эксцентриков, каждый из которых обладает глубокими способностями. Нам остается надеяться на эффект неожиданности, тогда не будет никаких проблем. Лицо Лун Ханя дрогнуло, и он сказал: «Господин и верно говорит. Если мы отвлечем божественных мауланских мудрецов, господин Небесный Разрушитель, скорее всего, добьется успеха. Однако я не ожидал, что этот старый эксцентрик захочет войти в секту в таком возрасте, не говоря уже о том, чтобы собрать вместе столько бродячих культиваторов, чтобы сформировать свою собственную секту. Это неожиданно». Мастер Сун неторопливо сказал: «Я бы сказал иначе. Эксцентрик Небесный Разрушитель вошел в среднюю стадию зарождающейся души около 300 лет назад. Я считаю, что он потерпел неудачу,
пытаясь пробиться к поздней стадии. В этом случае неудивительно, что он стал приверженцем чего-то другого. Возможность стать основателем секты принесет ему большую славу. Тем не менее, у него много врагов среди крупных сект, которые готовы воспользоваться этой возможностью, поэтому нам нужно обсудить условия с ними. Его приход стал неожиданным подкреплением. Хватит. Хотя у нас есть эксцентрик Небесный Разрушитель, мы не можем быть беззаботными в начале этой битвы. Мы должны победить. Если мы потерпим поражение, мы не сможем остановить их, независимо от того, какими ресурсами они обладают. Мастер Сун сделал паузу, а затем продолжил. Брат Вэй, в твоем альянсе 9 наций есть какие-нибудь проблемы с блокировкой их грандиозных духовных формаций? Это обычная тактика воинов-заклинателей в ближнем бою. Вэй Вуя спокойно сказал. За многие годы сражений мы достигли такого же понимания, как у их собственных мастеров. Если бы не проблема в техниках, наш альянс 9 наций смог бы использовать собственные духовые формации. Нет повода для беспокойства. Мастер Сун был удовлетворен его ответом, а затем посмотрел на крупного человека в черном. При виде этого дьявольский конкорд сказал, наши 6 сект дьявольского Дая уже обо всем подготовились. Не только у секты контроля над призраком есть 3 животных, защищающих секту, наша секта гармоничной связи также подготовила пару иньянских дьявольских ограничительных заклинаний. Секта духовного призрака подготовила для нас формацию мириад душ. Остальные секты также подготовились к битве. Господин Сун, твой альянс праведного Даа подготовил атакующие маневры. Наш альянс праведного Даа тоже готов. Каждая секта открывала залы своих предков, забрав много древних сокровищ великой державы. Эти сокровища определенно не разочаруют вас, мастер Сун ответил довольно кратко, но дьявольский конкорд утвердительно кивнул, словно уже зная о существовании этих древних сокровищ. Лун Хань проговорил с некоторым разочарованием, наш альянс небесного Даа в этом отношении довольно слаб. Наши секты ведут подготовку, но мне немного известно об этом. Наша секта Кричащего Феникса взяли несколько древних нефритовых талисманов из хранилища. Их мощь может удивить мауланей. Но учитывая, сколько времени прошло, их сила ослабела. После битвы они будут полностью истощены. Древние нефритовые талисманы. Не думал, что секта Кричащего Феникса обладает такими сокровищами. Думаю, и другие секты Альянса Небесного Даа нас не разочаруют. Таким образом, наша единственная проблема — это культиваторы в черном и поединки 1 на 1. Мастер Сун задумался на мгновение и нерешительно спросил, брат Yi, эти культиваторы в черном использовали техники дьявольского Даа? Может, ты что-нибудь знаешь о них? Дьявольский конкорд мрачно фыркнул. Да, их техники похожи на техники дьявольского Даа, но я первый раз такие вижу, так что не могу точно судить о них. Но нет никаких сомнений в том, что их техники дьявольского Даа гораздо более чисты и изобретательны, чем у 6 сект дьявольского Даа Небесного Южного региона. Кроме того, они напоминали техники секты Духовного Призрака. Секта Духовного Призрака. Мастер Сун задумался на мгновение, а затем продолжил с торжественным выражением на лице. Мы не знаем, сколько у них есть этих культиваторов в черном, но во время осады города Парящих Небес было 8. Все они были на стадии зарождающейся души. Очевидно, что они культиваторы с одной и той же секты. Что касается того, откуда эта дьявольская секта, возможно, Великая Империя Цзинь. Остальные, услышав мастера Суна, ничуть не удивились. Казалось, они думали о том же самом. В этот момент женщина в красном наконец заговорила, ее голос стал холодным и ясным. Что с того, что они являются культиваторами Империи Цзинь? Судя по тому, что они так скрываются, они боятся, что их узнают. Несомненно, что они всего лишь одна дьявольская секта или, возможно, только одна ветвь какой-то секты. Чего там бояться? Мы просто должны относиться к ним как к воинам-заклинателям. Мастер Сун согласился, слова леди Фан разумны. Даже если ветвь дьявольского Даа Империи Цзинь полностью поддерживает мауланей, мы не можем отдать им Небесный Южный региона, несмотря на то, насколько они могущественны. Верно, но мы должны принять во внимание, что они не только обладают высокоранговыми магическими сокровищами, но и завтра будут сражаться в поединках через какую-то скрытую схему. Это будет хлопотно. Империя Цзинь обладает бесчисленными секретными приемами, от многих из которых невозможно защититься. Это не имеет значения. Я уже думал об этом. Помните ли вы, что у нашей секты Великой Правды есть шар разрушений формаций? Лун Хань удивленно спросил, шар разрушения формаций. Одноразовый магический инструмент, который может уничтожать любые ограничения. Разве он применим не только для низкоранговых ограничений? Этот магический инструмент способен растворить барьер, способный противостоять ударам от культиватора зарождающейся души и используемый во время поединков.
Глава 767. Битва на границе. Часть 1. Мастер Сун объяснил, если бы это был обычный шар разрушения формаций, он определенно бы не повлиял на высокоранговую ограничительную формацию. Возможно, брат Лун не знает, но шары разрушения формаций, распространенные повсеместно, являются наполовину завершенными. Настоящий шар разрушения формаций не только требует множества драгоценных материалов, но и невероятно сложен в его изготовлении. А также трудно усовершенствовать. Но для тех даосистов, кто будет сражаться в поединках в духовных формациях, моя секта сумела собрать 10 настоящих шаров разрушения формаций. С их помощью они смогут разрушить барьер в любой момент и сбежать при необходимости. Волноваться ни о чем. Дьявольский конкорд взглянул на мастера Суна Дада и добавил, я действительно задавался вопросом, почему мастер Сун так спокоен по поводу завтрашней битвы. Оказывается, что у него был припасен козырь в рукаве. Благодаря этим шарам разрушения формаций мы можем не бояться трюков врага. Но для большей безопасности наша секта небесного демона дьявольского Даа изготовила лекарственную таблетку возвращения смерти на всякий случай. Таблетка будет стимулировать истинную сущность, увеличивая магическую силу и уровень культивации. Однако, как только эффект действия таблетки закончится, жизненная сила употребившего его будет уменьшена. Я могу дать эту таблетку культиваторам, которые будут участвовать в поединках. В момент критической опасности одной таблетки будет достаточно для достижения большого эффекта. Отлично. С этими запасными маневрами я чувствую себя спокойнее по поводу будущих поединков. Лун Хань улыбнулся, а затем он сменил тему. Эти люди культивируют техники дьявольского Даа. Почему бы культиваторам праведного Даа не позаботиться о них? В конце концов, секта Великой Правды, а также несколько других сект, имеют много техник, специализирующихся на сдерживании дьявольских техник. Они больше подходят для битв с этими культиваторами в черном. Лун Хань взглянул на мастера Суна в ожидании ответа. Мастер Сун честно ответил, разумеется, Альянс праведного Даа займется этими культиваторами дьявольского Даа. Однако, все вы должны приложить максимум усилий в битве против божественных мудрецов Мауланей. Конечно. Воины-заклинатели будут иметь дело с 3 другими сверхдержавами. В частности, остальные были счастливы видеть, что мастер Сун согласился разобраться с дьявольскими культиваторами империи Цзинь. Они подробно обсуждали этот вопрос вплоть до захода солнца, а затем немного расслабились. Когда переговоры закончились, все продолжили подготовку. На рассвете следующего дня патрульные увидели мерцающий свет и услышали дрожание земли в военном лагере Мауланей. Отряды воинов, заклинателей спокойно вылетели из военного лагеря на своих магических инструментах, взмыв в небо. В этот момент патрульные культиваторы поспешно отправили сообщение об этом с помощью талисмана передачи голоса. Спустя мгновение в военном лагере Небесного Южного региона раздалась сирена, а затем небо стало заполняться полосками света с противоположного направления. Пока полоски света продолжали заполнять небо, сирена не останавливалась. Армия воинов-заклинателей властно продвигалась с другой стороны, поэтому казалось, что в небе вот-вот столкнутся 2 волны. Но когда обе стороны оказались на расстоянии около 5 километров друг напротив друга, они внезапно остановились и начали наблюдать за противником издалека. Обе армии решили сражаться до тех пор, пока противник не будет полностью уничтожен. С одной стороны те, кто жил на этой земле всю свою жизнь. Они были готовы сражаться за нее до последней капли крови. Однако ни одна из сторон не двигалась, несмотря на то, что воздух наполнила кровожадная аура. В этот момент Хань Ли был в дивизии из 1000 культиваторов. Он наблюдал за армией воинов заклинаний издалека. Все, что он мог видеть, яркие огни. Каждый огонек представлял собой несколько сотен воинов-заклинателей, непрерывное свечение, охватывающее более 5 километров. Было ясно, что обе стороны привели свои основные силы. Хотя нельзя было точно подсчитать их количество, присутствовало по меньшей мере 70 000 культиваторов. Кроме того, высокоранговые культиваторы также нередко встречались. Хотя их численность была огромной, различия между каждой армией были ясны. Хотя воины-заклинатели были по-разному одеты, у низкоранговых воинов были только простые магические инструменты. Они либо использовали чаши и шары размером с палец, либо даже разноцветные флаги. Магические инструменты в виде клинка встречались намного реже. У низкоранговых культиваторов Небесного Южного региона было множество магических инструментов, а также магические инструменты в виде меча встречались намного чаще. Однако все магические инструменты сверкали ярким светом и излучали плотную духовную ци. Было очевидно, что их магические инструменты были выше, чем у Мауланей. Хотя культиваторы Небесного Южного региона были лучше экипированы, воины-заклинатели были лучше дисциплинированы. Они летели в воздухе ровным строем и молча наблюдали за врагами. С другой стороны, культиваторы едва могли поддерживать ровный строй и были в полном беспорядке.
Было ясно, что у них недостаточно подготовки. Они не только беспрерывно перешептывались друг с другом, но иногда выходили из строя, делать другие вещи. Высокоранговым культиваторам только и оставалось сетовать на свои войска к большому разочарованию командиров. Хань Ли при виде этого нахмурился, но в этом не было ничего удивительного. За несколько месяцев невозможно было правильно обучить такое количество культиваторов из разных сект. Для сравнения, племена Маулани часто воевали с парящим племенем. Так что для них боевой строй был обычным явлением. Они постоянно обучались. Хотя для высшего эшелона культиваторов эта проблема была очевидной, они мало что могли сделать. К счастью для них, это был не столь важный фактор для победы, в отличие от армии смертных. Таким образом, они закрывали глаза на эти проблемы. Хань Ли задумался, глядя на армию Мауланей. Больше всего его внимания привлекали не сами воины-заклинатели, а дюжина гигантских зверей, которые располагались среди рядов воинов. Среди Маулани они выглядели как маленькие горы. Многие культиваторы Альянса 9 наций лично стали свидетелями свирепости этих огромных зверей и не могли сдержать страх при виде их. Хань Ли поднял голову вверх и увидел абсолютно ясное небо. Затем он посмотрел на хаотично организованных культиваторов и со вздохом покачал головой. Он вскоре перевернул голову и взглянул на два предмета в своей ладони: черный шар размером с большой палец и лекарственную таблетку размером с миндаль, источающую приятный пряный аромат. Эти два предмета были отправлены ему капитаном Суном накануне. Хань Ли получил объяснение того, что эти предметы были переданы каждому культиватору, участвовавшему в поединке. Хань Ли с удивлением принял их. Казалось, что ради победы в этой войне великие культиваторы не жалели средств, вынимая свои самые драгоценные тайные сокровища. Однако три великих культиватора были не единственными, кто извлекал все свои резервы. Хань Ли невольно взглянул на соседние подразделения культиваторов внизу. Их насчитывалось около 1000, и среди них было 16 культиваторов в красной и зеленой одежде. Они держали вместе два громадных гроба, черный и белый. Оба они были покрыты несколькими десятками разноцветных талисманов. Хань Ли легко узнал этих культиваторов. Они были учениками секты гармоничной связки, верховной секты дьявольского Даа. Эти гробы очень заинтересовали Хань Ли. Жаль только, что грозные ограничения на гробах блокировали его духовное чутье, и он не мог проникнуть внутрь. Помимо двух гробов, среди культиваторов было также несколько других интересных объектов. У секты праведного Даа была медная платформа высотой в 20 метров с огромным гонгом в 3 метра на ее вершине. Поверхность гонга сверкала ярким золотым светом, в котором иногда мелькали талисманные иероглифы. Рядом с ней сидел крупный мужчина с голым торсом, скрестив ноги и закрыв глаза. Среди подразделений культиваторов, расположенных дальше, было много черных скульптур почти в 10 метров в высоту, которые приносили на нескольких летающих экипажах. Похоже, что они были фигурами древних зверей с довольно реалистичными деталями. Неизвестно, для чего их можно было использовать. У каждого подразделения культиваторов, казалось, был какой-то странный предмет. Когда Хань Ли увидел это, ему стало легче. Все секты знали, что эта битва чрезвычайно важна, и каждая секта вложила в битву все свои силы. В результате шансы на победу были намного выше. Помимо этих сокровищ, было также множество других грозных вещей, которые были в сумках для хранения. У воинов-заклинателей, казалось, не было ничего такого. Однако у Хань Ли были подозрения на этот счет. Наверняка у воинов-заклинателей были свои козыри в рукаве, которые могли оказаться фатальными. Было действительно трудно сказать, кто выиграет битву. В этот момент, наконец, сплошной поток культиваторов и армии воинов-заклинателей собрался вместе. Затем все, кроме тех, кто должен был сражаться в поединках, опустились на землю, и все вокруг затихло. Среди армии заклинаний воинов-заклинателей поднялся шум, когда из его рядов вылетели 3 человека, 3 божественных мудреца: морщинистый старик, низкий мужчина и ученый. 3 полосы света также появились со стороны культиваторов: мастер Сун, Вэйвуэ и дьявольский конкорд. Они остановились в 10 метрах друг от друга. Ученый по имени Чжун сказал, холодно взглянув на культиваторов: еще есть прийти к соглашению. Если вы отдадите половину небесного южного региона нам, мы прекратим военные действия и станем друзьями. В противном случае, культиваторы небесного южного региона наверняка понесут большие потери, независимо от результата. Вэйвуэ поднял подбородок и сказал: что за шутки? Мы можем понести огромные потери в силе, но если вы проиграете эту войну, вас полностью истребят. Скорее, это вам нужно побеспокоиться о себе. Глава 768. Битва на границе. Часть 2. Морщинистый старик сказал прямо: кажется, нет смысла говорить дальше.
Разговорам больше нет места, пришло время битвы не на жизнь, а на смерть. Но сначала проведем поединки. Давайте отправим наших людей и установим ограничительные заклинания. Независимо от исхода этих поединков, мы сразу же начнем финальную битву. Он понял, что наличие 3 великих культиваторов, допускающих поражение, это просто принятие желаемого за действительное. Дьявольский Конкорд уставился на старика и холодно улыбнулся. Конечно, мы согласны на поединки. Однако, где пленники, которых вы обещали? Я не вижу никого. Хе-хе. Услышав это, старик уставился на свою армию и отправил кому-то передачу голоса. Внезапно подразделение воинов-заклинателей расступилось, раскрывая в своих рядах более 1000 невооруженных культиваторов. Затем культиваторы были перемещены перед армией, у каждого было странное выражение на лице. Были даже те, кто пылал праведным гневом и был готов сражаться против воинов-заклинателей. Кто-то был возмущен, кто-то узнал членов своей секты. Мастер Сун и другие переглянулись между собой при виде этого и кивнули друг другу. Низкий мужчина из божественных мауланских мудрецов стал терять терпение. Ну и что теперь? Вы увидели их, вам полегчало. Так что давайте уже начинать поединки. Вэйвуэ вдруг спросил, почему вы так обеспокоены? Неужели вы что-то задумали во время этих поединков? Лицо низкого мужчины дрогнуло, и он угрожающе сказал, если вы не решитесь принимать участие в поединках, мы натянем этих культиваторов на знамена и начнем битву. Вы этого хотите? В глазах Вэйвуэ вспыхнул холодный блеск, и он проговорил жестким голосом, вы угрожаете нам. В этот момент морщинистый старик проговорил злобным голосом, это вовсе не угроза. Если вы не хотите участвовать в поединках, то какая нам польза от пленников, зато так мы можем снизить боевой дух вашей армии. Услышав это, мастер Сун нахмурился и сказал, мы согласны на поединки, но вы должны сначала отпустить пленников. Низкий мужчина упрекнул его, отпустите их. Вы считаете, что мы настолько глупые? У нас тоже нет причин вам верить. Что мы можем сделать, если вы не сдержите свое обещание? Спокойно спросил Вэйвуэ. Даже несмотря на это, мы. До того, как низкий мужчина смог закончить, злобный блеск сверкнул в глазах морщинистого старика, и он перебил его, хватит пустых разговоров. До начала поединков мы отпустим половину пленных, остальных — по их завершении. Против этого вы не будете возражать, верно? В этом случае мы можем начать поединки. Мастер Сун посоветовался с другими с помощью передачи голоса и решительно ответил, отлично, так и сделаем. Освободите половину пленных, и мы начнем устанавливать ограничительные заклинания со своей стороны. Мастер Сун понимал, что эти условия были самыми оптимальными, на что мог пойти враг. Если бы переговоры рухнули, он бы не смог спасти оставшихся культиваторов. Решив дело, все 6 вернулись в свои боевые лагеря и начали приготовление. Хань Ли уже покинул свое первоначальное укрытие внутри подразделения культиваторов. Он не желал, чтобы вражеские высокоранговые культиваторы заметили его до начала битвы. Что касается разговора между культиваторами поздней стадии зарождающейся души, Хань Ли смог подслушать их благодаря его мощному духовному чутью. С легкой улыбкой на лице он увидел, что воины-заклинатели освобождают половину пленных. Освобожденные радостно вернулись к культиваторам Небесного Южного региона. Разумеется, мастер Сун уже был готов к этому. До того, как культиваторы вернулись в армию Небесного Южного региона, их осмотрели несколько сотен культиваторов. Только убедившись, что среди них не было шпионов, а на них телах не было никаких ловушек, они смогли присоединиться к рядам культиваторов. Низкий мужчина по имени Би наблюдал за этим издалека и обиженно фыркнул. Это культиваторы с Небесного Южного региона умны. Хорошо, что мы не использовали таблетки блокировки сердца на этих культиваторах заранее. В противном случае с этим было бы трудно справиться. Ученый по имени Чжун сказал, без сомнения. С 3 великими культиваторами Небесного Южного региона трудно справиться. Такие уловки против них не сработают. Убить змея можно только поразив его сердце. Если мы умело справимся с этими культиваторами, мы спасем себя. Услышав это, лицо морщинистого старика слегка дрогнуло. Однако он просто закрутил свою коротенькую бороду, наблюдая за огромной армией культиваторов. Пока Хань Ли наблюдал издалека, группа культиваторов и воинов заклинаний вылетела из своих фракций в центр между каждой армией. Они разделились на группы из 10 и начали устанавливать ограничительные заклинания. Эти воины-заклинатели и культиваторы были мастерами создания заклинаний. Хотя им необходимо было установить мощные ограничительные заклинания, было невозможно установить какие-либо ловушки. Поскольку эти люди обладали огромным пониманием магических заклинаний, невозможно было что-то скрыть от противника.
Обычно установка высокорангового ограничительного заклинания занимала большое количество времени. Но когда много мастеров создания заклинаний работали вместе одновременно, экономно расходуя драгоценные материалы и подготавливая флаги и пластины формации, потребовалось всего четверть часа, чтобы установить все 10 ограничительных заклинаний, которые засияли белым светом. Как только формации были активированы, они создали 10 белых световых барьеров, каждый из которых охватывал более 250 метров. После мастера создания заклинаний перепроверили эти ограничительные заклинания и ушли. Затем их заменили на 10 воинов-заклинателей и культиваторов на стадии формирования ядра. Они подлетели к барьерам. У каждого из барьеров был один воин-заклинатель и один культиватор, чтобы предотвратить любое вмешательство. Одним из культиваторов Небесного Южного Облака оказалась культиватор Шасун и секты Дрейфующего Облака. Кажется, ей поручено следить за вторым барьером. Ханьли ничуть не удивился ее появлению. Поскольку Ханьли решился участвовать в поединках, было логично, что ученик его собственной секты будет охранять его. Если бы его охранял ученик враждебной секты, он намеренно бездействовать в момент опасности. Вот почему Ханьли сам выдвинул ее кандидатуру, поскольку был с ней близко знаком. С завершением установки формаций настало время для бойцов. В этот момент из рядов воинов-заклинателей вылетело 10 культиваторов в черном, от которых исходила всепроникающая дьявольская аура. Дьявольские культиваторы. Глаза Ханьли сверкнули при виде этого, и он тут же метнулся в центр вместе с 9 другими эксцентриками стадии зарождающейся души. Среди них были даосист разрушенная душа, дьявол тысячи теней и женщина по имени Бай, но среди них было 3 человека, которых он не узнал. Очутившись перед воинами-заклинателями, они остановились. Подлетев к формации, Ханьли кивнул культиватор Шисунка внизу и спокойно повернулся лицом к мужчине в черном. Как странно. Почему их дьявольская ци такая мощная? Неужели они тоже выпили таблетку возврата смерти? Хотя внешне Ханьли казался равнодушным, его голова была заполнена обеспокоенными мыслями. Хотя мужчина в черном выглядел обычно, глядя на Ханьли, его глаза сверкали холодным светом. Хотя Ханьли не мог разглядеть его лицо, он, несомненно, был культиватором на пике ранней стадии зарождающейся души, всего в нескольких шагах от входа в среднюю стадию. Затем Ханьли взглянул на других культиваторов в черном. Они выглядели точно так же, как и его противник. Между ними было очень мало различий. Ханьли насторожился, этой битвой явно было что-то не так. Среди противников не было ни одного культиватора средней стадии зарождающейся души. Но для него это было неважно. Пока его противник использовал техники дьявольского да, он мог использовать божественную дьявольскую молнию, чтобы уничтожить их. Ни один из их трюков не сработал бы против него. Таким образом, Ханьли смог успокоить себя. В этот момент культиватор в черном достал сумку для хранения и безмолвно взглянул на Ханьли. Ханьли улыбнулся и достал сумку для хранения, наполненную материалами, подготовленными для этого поединка. Все материалы в сумке были предметами, которые собрало 4 силы Небесного Южного региона специально для этой битвы. Они были чрезвычайно ценны, в результате чего Ханьли почувствовал себя корыстолюбивым. Взмахнув рукой, культиватор в черном бросил сумку для хранения перед собой. Ханьли прищурился и сделал то же самое, обменявшись сумками для хранения. Сумка для хранения культиватора в черном не обладала большим разнообразием материалов, но их ценность была намного больше, чем его собственная. Судя по тому, что он узнал в древних записях, ни один из материалов не был обычным. Ханьли кивнул и просто повесил сумку для хранения на талию, культиватор в черном сделал то же самое. При виде этого культиватор Шасун и воин-заклинатель скрестили руки и начали бормотать заклинания. Различные заклинания выстрелили в формацию и активировали ее. Ханьли и культиватор в черном действовали быстро, и их тела размылись, одновременно появившись в формации под ними. Это заставило их обоих взглянуть друг на друга с легким удивлением. В этот момент вокруг них появился молочно-белый барьер и изолировал их. Другие культиваторы и культиваторы в черном также вошли в световые барьеры. На какое-то время между обеими армиями воцарилась полная тишина. Они с тревогой затаили дыхание, наблюдая, как 20 силуэтов входят в световые барьеры. Войдя в барьер, Ханьли перестал обращать внимание на других. Он просто посмотрел на своего противника и оставался неподвижным. Однако вокруг него завихрился голубой свет, и летающие мечи задрожали, готовые запустить себя. Конечно, самым порочным оружием, которое он имел против дьявольских культиваторов, был шар золотого света размером с кулак, который был сжат в его дантяне. Ханьли поприветствовал своего оппонента с мешком, а затем стал наносить удары, сотрясающие землю.
Глава 769. Битва на границе. Часть 3. Когда мужчина в черном увидел, что вокруг них появился световой барьер, он сделал жест заклинания руками и начал бормотать про себя. Из его тела тут же стала выходить зловещая дьявольская ци, которая тут же превратилась в непрерывно извивающееся, угольно-черное щупальце. Хань Ли невольно прищурился при виде этого. В то же мгновение из его рукавов послышались раскаты грома и показался мерцающий золотой свет. Хань Ли уже однажды убил дьявольского культиватора подобным маневром в одно мгновение. И если он сможет воспользоваться этим преимуществом в начале, пока дьявольский культиватор собирается атаковать, он с легкостью справится с ним. Внезапно глаза мужчины в черном засверкали алым цвет, а из его рта вырвался дикий рев. Затем дьявольская ци, окружавшая его тело, исчезла. Вместо этого его тело, значительно увеличившись в размерах. Ей? Хмуро улыбнулся Хань Ли. Его изумление было вызвано не внезапной трансформацией его противника, а полным исчезновением его дьявольской ци. Странная, нестабильная аура заменила ее. Казалось, культиватор в черном обезумел. Его раздутое тело мгновенно сжалось до размера карлика высотой в 3 фута и выстрелило обратно в стену барьера в мгновение ока. Разум Хань Ли тут же забил тревогу, его окутало чувство страха. Хань Ли тут же поднял руку и выстрелил 2 плотными вспышками молний, образуя огромную сеть из молнии в воздухе, чтобы захватить культиватора в черном. Затем он тряхнул рукавом, призвав маленький синий щит. Щит мгновенно расширился и заблокировал Хань Ли спереди. Затем он похлопал по своей сумке для хранения другой рукой, призвав шар разрушения формации. В случае, если все ухудшится, он тут же воспользуется этим шаром и разрушит формацию. Как только он узнал, что его противник не так прост, он не собирался бездействовать и подвергать себя опасности. Пока Хань Ли размышлял об этом, культиватор в черном жалобно прокричал, когда сеть золотой молнии окутала его. В следующее мгновение каждый дюйм его тела взорвался, рассеивая по воздуху кровавые шмотки. Хань Ли был в недоумении. Сначала он считал, что его противник использовал какую-то жестокую технику самоуничтожения, однако вся его плоть оказалась разбросана по всему световому барьеру. Сам взрыв не содержал и капли силы. Но даже будучи в недоумении, Хань Ли почувствовал нечто странное. Плоть его противника зависла у светового барьера, не падая на землю. Хань Ли пристально взглянул на части плоти и заметил, что они начали извиваться. Он был ошеломлен увиденным. Плоть внезапно рассыпалась, превратившись в алый туман, который начал распространяться в световом барьере. В мгновение ока он покрыл большую часть светлого барьера, а в воздухе появился острый запах крови. Хань Ли был ошеломлен и тут же бросил позади себя шар разрушения формации. Как только шар коснулся стен барьера, раздался взрыв черного света. Вскоре после этого пораженная часть барьера вспыхнула ярким светом, и весь барьер задрожал. Хань Ли был очень рад этому зрелищу и поспешно щелкнул пальцами, запустив последовательные атаки лазурного света в разрушенную часть барьера, пытаясь сломать его. Но в этот момент перед ним вспыхнул малиновый свет, окутав ослабленную часть барьера туманом. Хань Ли почувствовал, как его сердце ушло в пятки. Он оглянулся и увидел, что весь световой барьер стал малиновым и вздулся от алого тумана на его поверхности. Капли крови, казалось, стали появляться словно из ниоткуда, еще больше сгущая гнилостный запах крови в воздухе. Недолго думая, Хань Ли открыл рот и выстрелил мощным потоком молнии по малиновой стене. Малиновый туман рассеялся от вспышки золотой молнии, но вскоре вернулся к своей первоначальной форме, будто он вовсе не пострадал от нее. В ужасе он прекратил план высвобождения своих облачных бамбуковых мечей, а на его лице появилось серьезное выражение. В тот же момент в других 9 световых барьерах произошло то же самое. После самодетонации барьер окутал кровавый туман. 10 культиваторов Небесного Южного региона, участвовавших в поединках, оказались заперты в световом барьере и захвачены техникой, от которой они не могли защититься. 10 культиваторов Небесного Южного региона, которые следили за происходящим снаружи, поняли, что дела были плохи. Они бдительно взглянули на воинов-заклинателей напротив них и поспешно сделали жест заклинания руками в попытке остановить ограничительное заклинание. К их удивлению, воины-заклинатели тут же вернулись в свои армии, не сказав ни слова, как только барьеры стали малиновыми. 10 культиваторов формирования ядра ничуть не успокоились. Они догадались, что изменение цвета барьера было связано с действиями мауланей. Хотя им удалось снять барьер, на его месте появился малиновый туман. Туман стал вращаться и конденсироваться в густой малиновый слой, образуя плотный барьер вокруг него. Казалось, он был сделан из крови нескольких сотен человек.
Когда мастер Сун и другие увидели кровавый барьер и что 10 культиваторов были не способны остановить его, он приказал сохранять спокойствие, в то время как другие бросились им на подмогу. Мастер Сун появился внизу, он с изумлением осмотрел барьер и мрачно сказал: «Возвращайтесь. Это не то, с чем вы способны справиться». Услышав это, остальные расслабились и поспешно отошли в сторону. Культиваторша Сун бросила беспокойный взгляд на кровавый барьер, в котором был Ханли. С другой стороны, морщинистый старик и другие воины-заклинатели были взволнованы, увидев, что культиваторы зарождающейся души Небесного Южного региона оказались в ловушке. Они выглядели совершенно спокойными, когда увидели, что к барьерам спустились 3 культиватора на поздней стадии зарождающейся души, словно не боясь, что те смогут разрушить этот барьер. Морщинистый старик повернулся и улыбнулся культиватору в черном, что стоял позади него. «Мастер секты Фан — это успех. Я надеюсь, что этот барьер кровавого захвата такой же мощный, как вы говорите, и что он способен продержать этих культиваторов там полдня. Без 10 культиваторов зарождающейся души их сила будет значительно уменьшена. За это время мы сможем нанести решающий удар против культиваторов Небесного Южного региона». Культиватор в черном взглянул на морщинистого старика и холодно улыбнулся. «Не волнуйтесь. Этот барьер кровавого захвата — одна из 6 великих техник моей секты. Каждый кровавый труп взращивался в течение 100 лет, но помимо этого мы им также дали таблетку дьявольского духа. Я лично проконтролировал кровные трупы нитью моего духовного чутья, чтобы скрыть их истинную личность. Вот почему я был полностью уверен в ее успехе. Даже если бы культиваторы поздней стадии зарождающейся души захотели убрать эти барьеры, они не смогли бы выполнить это за короткий промежуток времени, не потребляя большого количества магической силы. Вы дадите им возможность сделать это. Словно в доказательство слова культиватора в черном, мастер Сун появился перед кровавым барьером и воткнул в него сверкающий меч из ци. Барьер под воздействием этого удара лишь содрогнулся, а затем пришел в норму. На лице мастера Сун появилось мрачное выражение при виде этого. Вэй Вуя и Дьявольский Конкорд не стали и пытаться атаковать кровавый барьер при виде того, насколько мощным оказался этот кровавый барьер. Хотя этот кровавый барьер был чрезвычайно прочным, это была не единственная его особенность. Одного этого удара было достаточно, чтобы все трое поняли, что этот барьер предназначен только для ловушки и изоляции, а не для нанесения вреда врагам. Трое переглянулись между собой и криво улыбнулись. Изначально они полагали, что с помощью этих поединков смогут в значительной степени уменьшить силу мауланей. Но они не ожидали, что противник с самого начала планировал захватить 10 самых могущественных культиваторов. 3 великих эксцентрика почувствовали, что большая часть их подготовки была напрасной. Вэй Вуя вздохнул и медленно спросил: «Брат Yi, что это за техника дьявольского Даа? Среди твоих 6 сект дьявольского есть те, кто владеют подобными техниками. Эти люди самодетонировались, чтобы быть использованными. Это непостижимо». Дьявол Конкорд ответил, нахмурившись: «У нас нет таких техник, я сам первый раз вижу такую странную секретную технику. Похоже, что культиваторов Империи Цзинь нельзя недооценивать». Раздосадовавшись, они больше не сомневались в силе своих врагов. Барабанная дробь раздалась в рядах воинов-заклинателей, и их дивизии воины-заклинатели, которые остались на земле, стали делать жесты заклинаний, собираясь атаковать. При виде этого 3 великих культиватора наполнились решимостью. Формирование их собственной армии начали совершать ответные действия, и вокруг начали сверкать разноцветные огни. Мастер Сун задумчиво проговорил: «Мы понесли большую потерю, но, к счастью, они временно оказались в ловушке, а не мертвы. Вскоре они смогут вырваться из этого барьера. Хотя изначально у нас было больше высокоранговых культиваторов, но и без них мы не стали намного слабее». Дьявольский Конкорд и Вэй Вуя знали, что это были только самодовольные слова. Сейчас они не могли ничего сделать, несмотря на ярость в их сердцах. Нам не нужно слишком стараться в этой битве. Мы должны отвлечь 3 божественных мауланских мудрецов. Злобный блеск мелькнул в глазах дьявольского Конкорд, когда он говорил это. Затем он больше не стал обращать внимания на 2 рядом с ним, а вместо этого поднял голову и прокричал армии воинов-заклинателей: «Я уже давно наслышан о 3 божественных мауланских мудрецах, обладающих непостижимо глубокими духовными приемами. Могу я пригласить на битву?» С помощью секретной техники крик дьявольского Конкорда заставил воздух в радиусе нескольких километров дрожать, оставляя эхо после себя. На какое-то время обе армии остановили свои приготовления. Даже некоторые из воинов заклинаний в воздухе стали раскачиваться от его крика. Те, что были с более слабым уровнем культивации, мгновенно попадали с неба. Глава 770. Битва на границе. Часть 4.
От прозвеневшего в воздухе вызова дьявольского конкорда морщинистый старик нахмурился, но тут же проговорил спокойным тоном: «Рано или поздно нам придется сражаться с 3 великими культиваторами небесного южного региона. Однако я должен оставаться в стороне, чтобы управлять битвой, и не могу сражаться. Мне придется попросить мастера секты Фана занять одного из них. Поскольку вы культивировали искусство дьявольской небесной вспышки до пиковой стадии и можете использовать истинную небесную ци, для вас это не будет проблемой. Поскольку у нас с вами уговор, я, естественно, приму меры. Кроме того, я также хочу проверить способности на пикового культиватора дьявольского до небесного южного региона», холодным тоном проговорил мужчина в черном. Его глаза засветились зеленым светом, а из тела стал испускаться черная ци, и он тут же полетел в направлении дьявольского конкорда. Ученый по имени Чжун и низкий мужчина по имени Бэу молча полетели за ним в виде полосок серебряного и красного света. 3 великих культиватора небесного южного региона при виде этого последовали за ними. Затем все 6 исчезли в облаках без следа. Вскоре после этого цвет неба поблизости изменился. Он мгновенно превратился из огненно-красного в черный, послышались раскаты грома, которые эхом прокатились по небу. Беспрерывно стали сверкать вспышки света, освещая облака. В то время, как между культиваторами поздней стадии зарождающейся души развернулась битва, внизу продолжалась битва между армиями культиваторов и воинов-заклинателей. Однако она значительно отличалась от битвы между небольшим количеством культиваторов, когда они приближались и ударяли друг друга, находясь в радиусе действия. Вместо этого обе армии произносили различные заклинания и сначала активировали различные защитные формации вокруг себя, медленно поднимая огромный световой барьер в центре 2 армий, окутывая их основные силы. Было ясно, что культиваторы решили сначала установить оборону. Однако это не означало, что техники культиваторов превосходили духовные техники воинов-заклинателей. Это только показывало скорость создания их защитных заклинаний, поскольку большинство из них были созданы магическими инструментами. Лун Хань, командующий армией Небесного Южного региона, взял на себя инициативу и отдал приказ начать атаку. Первая волна атак должна была быть запущена более чем 10 редкими сокровищами дальнего действия, в том числе и гонг, который Хань Ли видел ранее. В тот момент платформа с гигантским гонгом уже была впереди армейского подразделения. Она зависла в 10 метрах над землей, словно невесомая. Вокруг нее в воздухе парило 8 крупных одетых в желтую одежду мужчин. Тот крупный мужчина, что сидел рядом с ним, теперь стоял рядом с гонгом, держа в руках железный молот длинную 3 метра, но его глаза все еще были закрыты. Неподалеку было 2 мужчин, которые подняли треугольное, сияющее черным светом знамя, высотой в 20 метров. На нем был изображен яркий и реалистичный черный дракон. Вдали было 9 молодых женщин в красном, что держали поднос, накрытый красной тканью, которая, казалось, скрывала под собой что-то. Они находились в странной формации, парившей в воздухе. Среди них были 3 мужчин в расшитой одежде, у каждого из которых за спиной была тыква в половину их роста. Они шли впереди всего отряда. 3 этих группы были первыми, кто должен был атаковать. Крупный человек, стоявший рядом с медным гоном, внезапно открыл глаза. Аура желтого света внезапно стала испускаться из его тела, и он со всей милы ударил молотком в центр гонга. В мгновение гонг засверкал ослепительным золотым светом и тут же исчез. В тот момент, когда появился золотой свет, он рассыпался на мириады звезд и метнулся к врагу. Но, пролетев около 40 метров, золотые звезды превратились в облако золотого тумана. Крупный человек продолжал ударять в гонг, вызывая все новые и новые вспышки света. Золотой туман вскоре превратился в волну и набросился на воинов-заклинателей. 2 культиватора под ним стали размахивать черным флагов, выпустив из черного пламени водяного дракона. Водяной дракон метнулся по воздуху, оставляя позади себя нити лазурного и черного дыма. Затем он взмахнул хвостом, образуя мощный порыв ветра, что трансформировался в черную бурю из камней и песка. Молодые женщины в красном одновременно прикоснулись к подносу и стали произносить заклинания. По вспышке красного света из подноса вылетело 9 ярких красных медных пластин и закрутилось в воздухе. Это были огненно-красные зеркала длинное в метр, сверкавшие духовным светом. Из них тут же вылетело бесчисленное количество птиц размером с кулак, чьи тела и клювы горели пламенем. Вскрикнув несколько раз, они метнулись в армию воинов-заклинателей словно стрелы. 3 старика в расшитой одежде, находившиеся в треугольной формации, вытащили из-за своих спин тыквы и открыли их. Как только тыквы открылись, из них вырвалась пронзительная ледяная ци, и ближайшее к ним пространство покрылось слоем иния. Иней стал быстро распространяться в направлении воинов-заклинателей.
Атаки этих исключительных сокровищ произошла практически одновременно, и воинам-заклинателям еле удалось установить свой собственный защитный барьер. Даже под командованием морщинистого старика им оставалось только пережить эту атаку. В следующее мгновение золотой туман, черный ураган и огненные птицы поразили барьер воинов-заклинателей, в результате чего он задрожал. Лун Хань при виде этого тут же приказал начать вторую волну атак, хотя и первая еще не закончилась. Эта волна широкомасштабных атак проводилась с помощью секретных техник совместными усилиями каждой секты. Лучи разноцветного света и мощный дьявольский огонь вырвались из армии культиватора, поразив армию воинов-заклинателей сразу же после первой волны атак. Эти атаки снова заставили дрожать защитный барьер воинов-заклинателей. Лицо морщинистого старика стало мрачным. Он никак не ожидал, что духовные техники воинов-заклинателей будут активироваться так медленно и что это сделает их армию уязвимой. При таких жестоких атаках его воины-заклинатели были подавлены, без возможности начать контратаку. Эти страшные крупномасштабные атаки были чем-то, чему даже культиватор стадии зарождающейся души не смог бы противостоять без защитного заклинания. Морщинистый старик повернулся к женщине в черном, что была рядом с ним. «Мадам Лу, кажется, нам нужна помощь ваших гигантских зверей, иначе мы не сможем сдержать их». Женщина улыбнулась и небрежно сказала: «Поскольку наш мастер секты предоставил их вам, не стесняйтесь использовать их. Не нужно каждый раз спрашивать мое позволение». Морщинистый старик кивнул и тут же отдал приказ. Внезапно раздался громоподобный рев зверей, сотрясший небо, а затем появилось около 10 огромных силуэтов. Они силой заблокировали различные атаки, направленные на воинов-заклинателей. Как только звери появились, они сразу же бросились в сторону армии культиваторов. С их появлением культиваторы разделили свои атаки, часть атаковала зверей, другие — армию воинов-заклинаний. Несколько высокоранговых воинов-заклинателей воспользовались ослабленным нападением и вылетели вперед, выбросив в воздух несколько десятков разноцветных бусин и начали бормотать заклинания. Внезапно произошло нечто немыслимое. Несколько из бусин тут же просочились в землю и исчезли из виду, а несколько других растворились в воздухе, обернувшись лазурным светом. Другие стали водой, запульсировали ослепительным светом и стали испускать бушующее пламя. Вскоре после этого эти бусины приняли форму демонических зверей, 30-метровых питонов, огненных волков высотой в 20 метров, прозрачных лазурных птиц-рух, синих демонических черепах и многое другое. Как только появились эти демонические звери, они последовали за гигантскими бронированными зверями и направились прямо к армии культиваторов. Из-за врожденной защиты гигантских зверей наряду с броней и защитными заклинаниями они могли продолжать свою атаку, не обращая внимания на атаку на их тело. Между тем, странные звери, что последовали за ними, были на грани разрушения. Хотя у них была страшная аура, большинство их тел рассеялось после одной атаки, превратив их в пятнышки духовного света. Когда их форма рассеялась, бусины упали на землю, полностью лишённые какой-либо духовной ци. Высокоранговых воинов-заклинателей, казалось, это ничуть не беспокоило. Они снова подняли руки и выбросили еще одну порцию бусин, и тут же появилась новая партия странных зверей, которые бесстрашно ринулись вперед. В этот момент многие культиваторы встревожились и обратили внимание на этих зверей, уменьшив количество атак на защитный барьер. Лицо Лун Ханя стало мрачным. Он думал поспешно отдать приказ, но колебался. Воспользовавшись его затруднением, морщинистый старик отдал приказ начать атаку. В одно мгновение со стороны воинов-заклинателей засветились разноцветные огни. За ними последовало появление огромных огненных шаров и сосулек размером с деревья. Создание заклинаний духовной техники. Пробормотал про себя Лун Хань при виде этого. Зная, что он не способен подавить свою атаку, он поспешно отправил передачу голоса. Внезапно сокровища прекратили свои атаки, и их владельцы поспешно отошли назад в ряды своих войск, вернувшись обратно в барьер. В тот же самый момент более 1000 культиваторов вылетели из барьера, держа в руках метровый флаг формации. Они быстро сформировали удивительно огромное заклинание, а затем они подбросили флаги формации в воздух, образуя слой радужного света над армией культиваторов, обеспечивая дополнительный барьер против атаки мауланей. В этот момент несколько сотен огромных огненных шаров и сосулек врезались в него, обрушив на барьер волны огня и ледяной туман. Гигантские звери и демонические звери уже были на полпути к армии культиваторов. Сейчас осталось всего 8 гигантских зверей, и большая часть второй волны демонических зверей уже была уничтожена. Тем не менее, демонические звери были совершенно бесстрашными перед лицом огромной армии культиваторов и продолжали свою атаку.